Всем привет, друзья! Сегодня мы приготовим курицу, точнее цыпленка горячего копчения. Коптим мы первый раз, поэтому не судите строго, оставляйте свои советы в комментариях, мы будем очень благодарны. Коптить мы будем без термометров. Если нас эта тема заинтересует, если нам это все понравится, мы обязательно приобретем термометры, чтобы лучше следить за продуктом и более качественно его готовить. В интернете очень много информации про рассолы, они все разнятся, они все разные, кто-то специи добавляет, кто-то нет. Многие говорят, что копчение убивает все специи там лишние, они там не нужны, их не слышно. Сегодня мы это попробуем. Одного цыпленка мы замаринуем в обычном рассоле, просто соль и сахар, а во второй рассол мы добавим специи. И в конце попробуем, есть ли разница, слышно специи или нет. Рассол мы делали из расчета 80 грамм соли и 20 грамм сахара на 1 литр воды. Приготовим 2 вида рассола. Нам понадобится примерно 1,5 литра рассола. Наливаем горячую воду в контейнеры. В квадратном контейнере у нас будет обычный рассол. 80 грамм это примерно 3 столовых ложки соли без горки. Поэтому мы сюда добавляем 4,5 столовых ложки соли. Раз, два, 4,5. И по столовой ложке сахара. Раз, два. Добавим 3 лавровых листа. 3 зубчика чеснока добавляем. И здесь у нас чайная ложка кориандра, 2 чайные ложки горчичного порошка, 10 горошин душистого перца и пол чайной ложки перца, черного перца горошком. Все это добавляем тоже сюда. Все это перемешаем, растворяем соль, сахар. Займемся цыплятами. Берем цыпленка и разрезаем по грудке. Поубираем все лишнее. Отрежем шею. И выкладываем рассол. Рассол уже остыл до комнатной температуры. И также со вторым. Разрезаем по грудке его. И кладем его в второй рассол. Сейчас мы придавим тарелочками и поставим в холодильник, ну, минимум на 12 часов, а так лучше на сутки. Вот наши цыплята, они в рассоле у нас пробыли сутки. Обтираем их немножко полотенцем бумажным. Этот цыпленок у нас со специями, поэтому мы его пометим, мы ему на крылышко сделаем браслет, потом не перепутать. Все коптильщики говорят, что перед копчением надо как можно лучше обветрить цыпленка. Сейчас сделаем петельки на ножках и подвесим их обветриваться, ну, как говорят, минимум на часа полтора.
Так, ну, цыпленок со специями у нас готов. Мы идем его вешать. Так, ну вот, подвешиваем его. И второй наш цыпленок, который без специй. Также его немножко оботрем полотенцем. И также привяжем веревочку для выветривания. Так, ну и подвешиваем сейчас нашего второго цыпленка. Ну и для ускорения процесса и от мух мы сейчас поставим вентилятор. Коптильню мы сделали сами за пару дней. Сварили такую емкость с крышкой. Также сварили поддон для сбора жира. Снизу приварили болты, чтобы над опилками поддон стоял. И сварили решетку. Как советуют опытные коптильщики, дно коптильни устелить фольгой, чтобы легче потом сгоревшую щепу убирать было с коптильни. Застелим. Так. Щепу мы замачивать не будем. Кто-то говорит, надо замачивать, кто-то нет. Но если мы высушивали птицу и избавлялись от лишней влаги, то зачем нам лишняя влага в коптильне? Щепа у нас ольха, говорят, для начинающих самое то, что надо. Добавляем 2 жмени щепы. Говорят, много не надо, поэтому мы добавим вот 2 жмени. И вторая. Ну, также советуют емкость для сбора жира тоже обернуть фольгой. Так легче будет ее потом мыть. Оборачиваем. Ставим решетку. И выкладываем наших цыплят. Разжигаем огонь. Сейчас костер разгорится, и мы сверху поставим коптильню. Пошел первый дымок из коптильни. Вот. Засекаем время. И на маленьком огне будем готовить минут 40-50. Сейчас он чуть прогорит. Подкидывать не будем. И советую через каждые минут 15-20 открывать крышку и стравливать старый дым. Сейчас эти дрова немножко прогорят. Мы по чуть-чуть будем подкидывать, поддерживать небольшой огонь. Прошло 50 минут. Ну, как советуют опытные коптильщики, отставить коптильню и пусть еще цыплята полежат в коптильне минут 20 с полчаса. Опытные коптильщики рекомендуют теперь выветрить как можно дольше. Мы подвешивать не будем из-за мух. У нас нет специального ящичка. Мы положим, будем выветривать так на дощечке.
Друзья, наши цыплята уже проветриваются 2 часа. Сейчас мы посмотрим, как они приготовились. И как рекомендуют опытные коптильщики, продукт отправить в холодильник до завтра, чтобы он настоялся, он приобретет свой цвет, вкус. И завтра уже мы попробуем и подведем итоги нашего копчения. Ну, вот так выглядят сейчас наши цыплята. С этой стороны вообще симпатичные. Уже остыли. Разрежем цыпленка, посмотрим. Очень сочный. Аж видно, он как аж сок бежит. Посмотрим возле ножки, как он приготовился. Он разрывается легко. Вот. Тоже он. Крови нет, все приготовилось. Попробуем шкурку. Шкурка плохо жуется немножко. И попробуем само мясо. Не удержались мы сегодня попробовать. Мясо очень сочное, вкусное. Пускай настоится, завтра, в общем, подведем итоги нашего первого копчения. Друзья, прошло 2 дня, вчера из-за погоды мы не смогли отснять ролик. Подведем итоги нашего первого копчения. Несмотря на какие-то ошибки наши в копчении, нам продукт понравился, цыплята получились очень вкусными, сочными. Единственное, жестковата шкурка, но для этого, говорят, нужно опустить в кипяток на 30 секунд. Мы это обязательно проверим и попробуем. По соли на наш вкус все идеально. Разницу между цыпленком со специями и без мы не почувствовали. Возможно, действительно копчение убивает. Мы еще попробуем на других видах продукта и с другими маринадами, и с другими специями. Будем пробовать, будем экспериментировать, будем делиться с вами. Приобретем термометры. Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч. Пока.